Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на февраль для знака зодиака Телец. Давайте посмотрим, что вас ждет представителей знака зодиака Телец в феврале. У нас с вами будет расклад на Таро, потом будут советы от оракулов и маятник. И затем будет расклад на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Тельцы, февраль. Что у вас будет происходить в доме, в семье? Ух ты. Тут у вас прям битва какая-то. Что вас ждет в сфере эмоций, чувств, отношений? Профессиональная сфера, работа, карьера, бизнес. Финансовые вопросы. И еще карта у нас это поездки, путешествия, отпуск, развлечения, хобби, образование. Совет или предупреждение от Таро. Но дома у вас тут какие-то конфликты. Прям война идет. Здесь у вас в деньгах страшный суд. Может быть, у вас какие-то судебные дела в доме. Ну, там, например, раздел имущества, битва за наследство. Да, пятерка говорит, что есть какая-то ситуация, то ли вас в нее втянули, то ли вы сами стали зачинщиком каких-то разбирательств. Но ведь это у нас сфера дома, семьи, да. Карта говорит, это вот победу вы одержите, вот надо чувствовать, да, шестерка, на коне я победитель. Но ведь люди-то останутся расстроены, а это кто-то из ваших близких. Ну, давайте посмотрим, что у вас здесь за война. Так, Луна. Это нестабильная ситуация. Ну да, что-то у вас здесь прям какая-то битва не на живо, а на смерть. Скорее всего, это еще в феврале будет продолжаться, да? Как бы вы себя почувствуете на коне, что вы добились желаемого. По Луне тут или что-то происходит из-за, знаете, материнства. То ли вы как мать с кем-то боретесь, то ли тут с мамой какие-то разбирательства. Но мама-то может быть не обязательно ваша, потому что семерка это кто-то посягает на ваши права. Или, например, вы взрослые люди, это может быть вот невестку привели. Но тут вы не сошлись характерами. То есть вот она говорит, что в сфере чувств победу-то вы одержите, но битва-то продолжится. Если это происходит в вашем доме, и с кем-то вы не сошлись характерами, вам совет говорят переезжать. Изыскивать какие-то возможности и съезжать. Потому что победу одержали, но битва продолжается. Это как в песне, да, и вновь продолжается бой. Если вы боретесь за недвижимость или, может быть, наследство, как бы карта говорит, да, что-то вы какую-то победу одержите, но все равно люди-то сдаваться не будут. Тут в деньгах страшный суд, мы сейчас его уточним. Давайте тогда посмотрим сферу чувств. Тут еще, знаете, может быть, вы в отношениях, но у вас появился кто-то третий. Это биться за свою любовь. Тогда Луна показывает бурю эмоций, чувств, переживаний. Непонятно, как все это разрешится. Это, знаете, когда нас штормит. То мы боимся, то мы эмоционируем. Ну, давайте тогда здесь. Что здесь победа над чем? Восьмерка мечей. Ну, ограничивает вас что-то в чувствах, в любви, в отношениях. Ну, у нас любовь, отношения. Это понятно, это любовь, да, это ваша личная жизнь. Но это еще отношения, это могут быть и с родственниками, с теми, с кем вы проживаете. Да, но тут пятерка, и тут или защита, или нападение. Ну, тут у вас будет, вот весь февраль у вас будет тут штормить. Смотрите, то вы выиграли какую-то битву, потом чувствуете себя связанным по рукам и ногам,
потом опять конфликт. То ли на вас нападают, то ли вы на кого-то нападаете, да, и вам нужно будет защищаться. Так, ну, я совет уже сказала. Нужно уезжать. Так, хорошо, работа, карьера, бизнес. Я еще вам советую посмотреть Таро Акаши. Там очень хорошо показывают вот эти межличностные конфликты. А она еще может рассказать, почему это происходит. Работа, карьера, бизнес, король жезлов. Ну, вы представители земной стихии. Здесь или карта говорит, что вы занимаетесь каким-то частным бизнесом, может быть, работаете на себя, может быть, занимаете какой-то руководящий пост, это может быть администратор, менеджер, руководитель, все-таки это король. Или здесь карта говорит, что в работе, в бизнесе работа у вас зависит от этого человека. Ну, для мужчин это может быть ваш бизнес-партнер или ваш начальник. Здесь в деньгах могут быть какие-то перемены, то есть вы можете занять какой-то пост или выйти из каких-то сложностей, потому что страшный суд по деньгам – это выход из какой-то тяжести. Это может быть выход из проблем, или это может быть смена работы, смена рода деятельности. Ну, давайте мы этого короля жезлов уточним. Паш Пентаклей, от него может пойти или помощь, или поддержка, или предложение о работе. А если, например, вы в поиске, то этот человек может вам что-то предложить. Если вы хотели что-то начать свое, то человек может финансово вас поддержать. Может быть, это какой-то ваш родственник, друг, отец, там, супруг для женщин. Паш всегда говорит о каких-то шансах. Заработать, поменять работу или, может быть, бизнес-партнерство. Да, как вариант тоже может быть. Здесь еще может быть, если карта вас показывает, может быть, это вкладываться в свою работу, бизнес, выбирать какое-то, может быть, новое направление или начинать какой-то новый проект. Или, знаете, если вы на себя работаете, это может быть новый заказ от этого человека. Ну, давайте посмотрим страшный суд в деньгах. То ли вы здесь найдете какой-то новый источник доходов, то ли здесь вам кто-то поможет выйти из каких-то, может быть, обязательств, снять с себя какие-то, может быть, судебные издержки или закрыть кредиты, например. Или, может быть, поменять канал, да, открытие нового канала, новый источник дохода. Это даже не обязательно официально работает, может быть, работа на себя. Давайте посмотрим. Да, ну тут занять хорошее положение, королева Пентаклей. Да, у кого-то, может быть, здесь решается вопрос с наследством, получение какой-то недвижимости или, может быть, и движимости, конечно. Но королева это больше то, что стоит на земле. Это может быть дом, квартира, дача или какой-то крупный земельный участок. Это вот из-за чего вы здесь сражались, с родственниками или с кем. Или, может быть, знаете, это перемена работы для женщин. Это занять хорошее положение. Может быть, это банковская сфера, сфера недвижимости, финансов. Может быть, это еще там, бухгалтер. Но это что-то очень стабильное. Или здесь получение хороших денег. Так, ну и образование. Здесь, да, тройка говорит о сдаче каких-то экзаменов. Ну, может быть, вы, например, там учитесь водить. Или, может быть, обучаетесь какому-то мастерству. Но в любом случае тройка говорит, что вы переходите на какой-то более высокий уровень, сдаете какие-то экзамены, проходите тесты. Да, тут, может быть, нам нужно постараться, но вас ждет успех. Еще, конечно, это наша повседневная жизнь. Поездок пока я у вас тут не вижу. Хотя, вот как вам советуют, то ли съездить куда-то, может быть, отстраниться вот от этих дрязг, то ли переезжать. Может быть, вот здесь, знаете, вам предложение поступает или о новой работе, или о новой должности, но с условием того, что вы пойдете куда-то учиться. То есть здесь есть возможность повышения карьерного роста. Давайте получим для вас советы. Совет от королевы Луны, Тельцы, февраль. Блоссоминг. Блоссоминг – это расцвет, цветение. Она говорит, если вы что-то запланировали, то не сдавайтесь. Не обращайте внимания, что другие думают,
или говорят о вас. Может быть, кто-то вокруг вас сейчас будет завидовать вашим успехам. Наплюйте. Для вас сейчас пришло время расцвести. Поэтому сейчас сажайте то, что вы хотите получить. Так, еще у нас совет от оракула. Магические врата, тельцы. Ага, у нас сам перевернулся. Так, встречай будущее. Я шагаю в будущее с открытым сердцем. Ну, смотрите, дверь открывается, какие-то новые возможности. Так, ну давайте мы сейчас посмотрим с вами маятник. Потом будет у нас Таро Акаши. Маятник ответит тельцам на февраль, на их запрос да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Хорошо, ну давайте Таро Акаши. Я уже колоду подготовила. Сейчас немножко помешаю. Того, у вас какая-то поездка состоится. Поездка, перемещение и карта сбора урожая. Собираете свой урожай, получаете финансы и отправляетесь в дорогу. Или переезжаете. Вот рыцарь жезлов. Это может быть или переезд куда-то, поездка за границу, или переезд с места на место. То есть деньги будут. Так, хорошо. Так что энергия, с которой, не энергия сейчас, энергия, которая будет вокруг вас, внутри вас происходить в феврале, знак зодиака Телец. Информация из хроник Акаши. С какой энергией вы войдете в февраль из января? Ну вот это война роз, перевернутая уже. Что у вас будет происходить в феврале? Первая декада, вторая декада, третья декада. Энергия, с которой вы выйдете из февраля в март. Да, ну какие-то судебные дела еще будут продолжаться у вас. Мы там видели, да. Какую-то одновременную победу вы одержите, но еще эта энергия переходит в март. Ну, давайте все по порядку. Вот энергию, с которой вы входите в февраль из января, это шестерка роз, война роз. Да, мы видим, что стоит две линии конных рыцарей через поле битвы. На небе уже сгущаются тучи. То есть эта карта показывает войну в отношениях или битву в вашем сердце относительно отношений. Но, как правило, отношения имеют романтический характер. Но также это может относиться к члену вашей семьи, к коллеге на работе, к начальнику или, может быть, партнеру по бизнесу. Здесь присутствуют игры силы и отсутствует понимание. Когда карта переворачивается, она говорит, отношения с кем-то у вас полностью разорваны. То есть вот этот конфликт разрушил вашу жизнь, вашу работу или, может быть, ваши другие отношения. Сейчас вы можете чувствовать горе, потерю, но вам говорят, увидите эту ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Будьте честны с собой по поводу человека, который представлен здесь. Скорее всего, это не очаровательный принц или принцесса. Возможно, вы предпринимали массу усилий, чтобы решить этот вопрос миром, но так как карта перевернута, она говорит, что это ни к чему не привело. И сейчас единственное, что вам нужно сделать, это покинуть вот это поле битвы. Конечно, по этой карте это кармические отношения. Поэтому вот этот разрыв и конфликт выводит вас вот из этой битвы.
И вас сейчас ждет новая жизнь. Первая декада февраля здесь ложится восьмерка роз, прямая. Карта называется комьюнити. Комьюнити — это общество, сообщество, группы. Мы видим, что сидят люди, они разных национальностей. Они сидят за столом и о чем-то мило беседуют. И по всей комнате очень много иконок разных групп, сообществ. Эта карта может указывать, что для вас наступило время присоединиться или обратно воссоединиться с сообществом единомышленников. То есть в нашей жизни присутствует целая масса объединений. А еще больше это те, которые мы принесли из прошлых жизней. Ну, например, у вас есть семья, друзья, сослуживцы. Но также у вас есть люди, с которыми вы можете разделить много творческих, культурных или духовных целей. А по этой прямой карте какие-то новые друзья могут прийти в вашу жизнь. Поэтому она и говорит, будьте открыты для новых общений. Вы здесь не только найдете помощь, но также эти новые общения могут принести вам новые отношения. Вы можете здесь раскрыть свои таланты, те, которыми вы обладаете сейчас, или которыми вы обладали в прошлых жизнях. Поэтому сейчас для вас наступает время очень большого обширного общения. Вторая декада февраля. Здесь у вас ложится 19-й старший аркан. Карта называется Reflection. Reflection — это отражение, она у вас прямая. Мы видим, что по водной глади плывет корабль. Мы видим дорожку из лунного света. То есть в прямом положении этот старший аркан может говорить о какой-то поездке над водой или по воде. Но так как это старший аркан, то здесь более важная информация. Она может говорить, что сейчас у вас будет прямая связь с вашими духовными способностями. Сейчас вы научитесь лучше понимать свои эмоции и будете больше о них размышлять. Вы осознаете разницу между интуитивным голосом, который является спокойным, уверенным, и вашими низкими эмоциями, которые, как правило, являются навязчивыми и основанными на страхе. Карта говорит, что сейчас вы можете обрести еще большую ясность и взять контроль над своими эмоциями. Это очень хорошее время не только для поездок, путешествий, но и еще для занятия медитациями, духовными практиками. Может быть, консультированием, исцелением или другими психологическими и духовными науками, если вы к ним будете иметь интерес. У вас сейчас будет очень развита интуиция, поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Третья декада февраля. Здесь у вас ложится фигурная карта, это король силы, но он у вас перевернутый. Если карта показывает вас, она может говорить, что у вас будет период истощенных сил, бездействия, инерции и как бы разбросанной энергии. Карта может указывать на развод или разлуку с, для или ради этого короля силы. В плане карьеры может произойти потеря работы, или в вашей жизни появится человек, скорее всего, это мужчина, с разрушительной энергетикой. Возможно, этот человек лишился равновесия в своей собственной жизни, но теперь вот эта разбалансированная энергия его будет влиять на вас. Иногда это выражается как очевидные признаки негатива, такие как гнев, враждебность или, может быть, постоянная депрессия. Но в других случаях эти вибрации могут быть тонкими и трудно распознаваться. Но, скорее всего, этот человек будет эгоистичным и погруженным в себя. Вот вам и говорят, будьте осознанны в отношениях с этим человеком, потому что он может быть обаятельным на поверхности и манипулятором внутри. Если эта карта указывает на партнера в бизнесе или в любви, да, не торопитесь в оценке вибраций, которые от него исходят. Может быть, ему просто нужно время, чтобы все исправить. И энергия, с которой вы выходите из февраля в март, здесь у вас ложится семерка силы. Она у вас прямая, карта называется баланс. Ну, это баланс, равновесие, да.
Мы видим, что стоит письменный стол, на нем лежат пачки документов и стоят уравновешенные весы. Карта может показывать для вас время гармонии, равновесия, справедливости. То есть весь ваш организм через тело, через характер, через общение будет стремиться достичь баланса. И вам говорят, рассмотрите те части вашей жизни, которые вы можете привести в большее равновесие. Поэтому даже Вселенная вам в это время будет помогать сделать это. Если вы столкнетесь с правовыми вопросами, может быть, будете иметь дело с документами или возникнет необходимость в судебном процессе, например, в отношении собственности, наследства, трудовых договоров, опеки или развода, карта говорит, будьте терпеливы и обращайте внимание на детали, потому что вот именно технические детали в это время будут для вас очень важны. Но так как карта прямая, она предвещает вам хорошее и справедливое течение дел, то есть все проблемы будут выявлены, и вы получите выгодное для вас решение. Но мы должны знать, что справедливость является балансом в обществе. И хроники Акаши показывают, что справедливость не ограничивается только судебными и договорными ситуациями. То есть та энергия, которую вы сейчас выпускаете, вернется к вам в будущем. Поэтому вам и рекомендуется соблюдать во всем равновесие и баланс. Не только внутри вашего тела, но и в отношениях с другими людьми. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.